много говорим о теме городов и, в частности, креативных городов, сегодня также звучала история о том, что именно города являются ключевым магнитом креативных талантов, креативных бизнесов, различного рода инициатив и вообще является таким органичным полем. Я это люблю называть чашей Петри, где все должно самоопыляться, друг друга поесть, потом как бы появляются новые формы жизни, да, и если никто агрессивно не внедряется в эту чашу, да, то мы видим абсолютно взрывной, любопытный, очень самобытный рост неожиданных идей, инициатив и проектов. Но при этом очень часто, когда мы говорим о развитии городов и о развитии креативных индустрий, да и любых индустрий, мы как-то привыкли в нашей риторике, в государственной и бизнесовой риторике, мы очень часто концентрируемся на экономических ценностях, да, и на английском языке value переводится на русский язык именно как экономическая ценность. Мы все время повторяем, какое количество новых рабочих мест мы создадим, какое количество налогов получит город от того, что будет развито то или иное направление. И это вся история про цифровые параметры постоянно, да, то есть такие hard data, можно сказать. Но у меня есть ощущение, что мы как будто не видим в комнате очень большого слона. Мы так заигрались, вот мы едем на этих рельсах очень давно, и мы не видим чего-то очень-очень важного. И я бы хотела начать дискуссию, Данияр, наверное, с твоим участием. Если бы мы с тобой немножко порефлексировали, а какие еще ценности, кроме экономических, нам стоило бы замечать и почему? Мне кажется, самая главная ценность креативных индустрий, сходу могу ответить, что в том, что они могут менять нарратив. Мне нравится фраза Юваля Ной Харари, что все войны сначала рождались в головах поэтов. Сначала писатели и поэты придумывали истории, а потом люди начинали жить этими историями и начинали настолько в них верить, что потом готовы были воевать и умирать за них. И это и есть то, что создают креативные индустрии. Мы создаем истории, которыми завтра будет жить наша страна. И от того, насколько мы сплочены, от того, насколько мы заряжены и насколько мы обмениваемся с миром, зависит то, насколько завтра будет оптимистичная наша страна. И я уверен, что в Туркменистане вот эта группа креативных людей, которые сейчас объединяются, начинают больше сотрудничать, они будут задавать нарратив. И в Кыргызстане я вижу, что это уже происходит. И в Казахстане я тоже это вижу, потому что сила блогеров в Казахстане самая мощная и сила кино. И не случайно, что в наших индустриях, в наших странах самые главные индустрии — это те, которые рассказывают истории. И музыканты, и фильмы. И думаю, что те, кто занимаются политикой, они это очень сильно недооценивают. Они думают про креативную индустрию только в количестве рабочих мест, в вкладе в ВВП. И если этого мало, они думают, это все неинтересно. Но вот вчера у меня был как раз разговор с Фарходом из Туркменистана, и я ему говорил, что главный аргумент, который мы все должны своим государствам рассказывать про креативную индустрию, это то, что они создают имидж. Когда ты думаешь про Британию, ты не думаешь про острова или там колонии, или ты там британский музей, ты думаешь про Шекспира, Диккенса, ты думаешь про Адель, ты думаешь про Битлз, Queen, Rolling Stones и так далее, и так далее. Первое, что приходит тебе в голову, это все креативные индустрии. К сожалению, когда говорят про наши страны, приходят в голову не вот эти великие какие-то произведения креативных индустрий. Значит, мы это создадим. Это то, что является нашей возможностью. Да, спасибо большое. И вот о чем говорит Данияр, это далеко не все относится к материальным ценностям, хотя мы понимаем, что и они, безусловно, тоже существуют, и наследие, конечно же, то, что характерно для наших стран, имеет огромное значение, но я бы хотела сакцентировать внимание все-таки на нематериальных активах, нематериальных ценностях. Что же это значит? То есть, по большому счету, когда мы говорим о бизнесе в креативных секторах и о том, какие ценности эти бизнесы могут создавать для городов, мы не всегда можем вспомнить о том, что большая часть креативного бизнеса так или иначе является социально или культурно ориентирована по умолчанию. Вопрос в том, что сами эти бизнесы и сами предприниматели
относятся тоже к этому как состояние по дефолту. То есть в голову не приходит отделить это и увидеть, что да, в этом есть абсолютная уникальность. И в данном случае вот эти ценности могут касаться образовательных вещей. Это могут быть ценности социального характера, ценности ментального характера, все, что связано с образом жизни, с состоянием ментального здоровья. Это могут быть, конечно же, культурологические вещи. Это напрямую может влиять на безопасность городов, на ощущение нас, когда мы чувствуем себя уверенно в безопасности, когда мы чувствуем себя видимыми или важными в каких-то вещах. То есть все это разные формы ценностей, которые на самом деле для любого человека имеют колоссальное значение. И когда мы путешествуем из одного города в другой, мы не всегда видим, что нам комфортно в силу вот этих невидимых и интересных причин. А, Хочется пойти дальше, нам немножко углубиться в эту тему. И я хотела бы пригласить Атабека в этой дискуссии поучаствовать и рассказать нам, кто от таких ценностей культурных, социальных, экологических, образовательных, кто может получить преимущества, кому они предназначаются в городах и не только в городах. Да все, на самом деле, все так или иначе. Государство в какой-то мере получает. Это, в первую очередь, есть, если возвращаться к материальным, потому что я все-таки считаю, что ценности должны на чем-то базироваться. Да? Мы сейчас говорим про, у нас там был термин long-term sustainability. Я не думаю, что long-term sustainability можно достичь исключительно фокусируясь на ценностях. Я думаю, это все понимают. Как любой продюсер, как любые менеджеры, мы в первую очередь должны в конце концов возвращаться к основам управления. А это все-таки цифры, это данные, это проекты, это управление. Понятно, что все это живет на каких-то ценностях, но я могу от имени, наверное, нашей команды говорить, то, что для нас ценности, они не сразу появились. Это было... Стихия начиналась абсолютно не с какой-то ценности. Это совершенно стихийное событие, которое потом обросло кучей всей вот этой всей лирикой. На самом деле там ценность только одна была – это вкус. Это вкус к электронной музыке, это вкус к тому, что мы делаем. И это будет продолжаться до тех пор, пока мы этим занимаемся. Кто от этого бенефитит? Ну, я могу сказать, например, музыкальная школа Муйнака точно от этого получает прямой бенефит, потому что мы практически взяли их на попечительство, мы им там много что помогаем, продвигаем учеников, устраиваем всевозможные там сборы, помогаем. Ну, в общем, как-то там пытаемся что-то сделать. Ценность в том числе и для региона. У нас много гостей, друзей наших выступает, начиная от Туркменистан, в общем, вся Центральная Азия. Это диджеи, это артисты, музыканты. Для многих это прям такое прям большое событие. Поэтому я думаю, все бенефитят. Это так или иначе. Есть, конечно, и те, кто анти-бенефитят. Потому что я помню первые фестивали стихи, это нас воспринимали крайне негативно. Все еще это отношение есть. Но это вопрос легитимизации, наверное, какой-то. Но мы стараемся все-таки быть как... Я бы даже сказал, нет, мы не стараемся вообще кем-то быть. Это вопрос, наверное, какого-то вот органичного, стихийного роста. И, наверное, так. Я не знаю, я, по-моему, не смог ответить на твой вопрос, Настя. На самом деле правильных ответов точно нет. И то, что появляются как бы разные версии, разные ответы и акценты, это тоже очень важно. Для тех, кто никогда не слышал о потрясающем фестивале электронной музыки «Стихия», который проводится около Аральского моря в Муйнаке. Это действительно достаточно большое и важное явление, которое, мне кажется, на карте креативных проектов Узбекистана и даже Центральной Азии 100% уже давно является. Атабек, вот с тех пор, как первый прошел фестиваль, и, например, к сегодняшнему моменту, что-то в Муйнаке и окрестностях изменилось, что-то добавилось, то, чего не было? Может быть, это действительно какие-то ваши социальные активности, может быть, что-то произошло с вовлечением людей, я не знаю, ростом навыков и так далее. Да, однозначно. Я не знаю, здесь есть ребята, кто был на первой стихии в 2018 году. Сейчас Муйнак, там появились светофоры. Появились перекрестки. Поверьте, это большое событие на самом деле. Там построили детский лагерь.
который нас каждый год ютит. Это, конечно, происходит, потому что много что вообще в целом, большое внимание, особенно у руководства в последнее время, да, к Минако большое. Так, конечно, совпало, что мы и в это время тоже начали что-то делать. Но город, он стал симпатичнее, он стал живее однозначно, там торговля бойко стала, там стало больше таксистов, особенно в дни стихии. Там, в общем-то, там однозначно лучше. Да, спасибо. Мне кажется, это очень такой показательный пример, когда часто энтузиасты, организаторы, креативные продюсеры и креативные предприниматели делают потрясающие вещи, но не всегда имеют возможность отрефлексировать и ретроспективно отсмотреть все назад и увидеть, где это была точка старта и вообще, что из себя представлял ландшафт и что произошло спустя какое-то количество времени. И это интересно, и в данном случае классно в креативных индустриях, когда появляются так называемые посредники, это могут быть импакт-хабы, это могут быть различные хабы, акселераторы, программы, где есть менторы, которые могут помочь посмотреть вот эту, сделать работу, потому что... Да, Настя, я хотел сказать, вот, я забыл про это вообще слайд. Вот ты спрашивал про то, что поменялось. Вот это поменялось. То есть это ученицы музыкальной школы. Они первый раз стоят на ржавом корабле. Он все время там был. В общем-то, как-то так не получалось, чтобы они там стали, выступили. Для них это было потрясающее событие. Они этим очень гордятся. Мы этим очень гордимся. Практически полгорода тогда пришло на их выступление. Здесь на фоне какие-то французские наши друзья, артисты были. В общем-то, был интересный коллаб, очень вкусный. В общем-то, вот так вот это все меняется. И... Супер. Супер. Да. Давайте называть вещи своими именами. Все, что мы видим и слышим в данный момент, это называется импакт, социальный импакт. Это долгосрочное воздействие на определенную группу людей. Это может быть изменение качества жизни, это вполне возможно изменение какого-то образовательного, ландшафтного, урбанистического контекста, чего угодно. Иногда импакт может быть запланированный, когда бизнесы четко понимают, что они хотят это делать. И есть незапланированный, есть иногда даже случайный. Есть тот импакт, вкус к которому приходит только-только в процессе, когда можно судить о каких-то первых результатах. Поэтому тема импакта в креативных индустриях абсолютно не распакована, к сожалению. Попытка проводить исследования по этой теме показала, что у нас абсолютно пока пустой ландшафт, но есть куда двигаться и есть какие ориентиры брать в работу. И хотелось бы чуть-чуть поговорить о том, как нам работать с импактом, можем ли мы его вовремя идентифицировать и в свою бизнес-стратегию добавить, каким образом можно это измерять, можно ли этим управлять. И вполне возможно, корпоративный сектор нам может дать ответы, потому что исторически данных очень много из корпоративного сектора. Я знаю, что это не на 100% кейс Жанны Прашкевич, которая сегодня представляет компанию BI Group. Это крупнейший застройщик в Казахстане, компания, которая вышла уже за пределы нашей страны, в том числе встречается уже и в Узбекистане и других странах. Вот, Жанна, если мы немножко попробуем в эту сторону зайти, включаем твою презентацию. Может быть, пару слайдов Да. я покажу. Ребят, будьте добры. Угу. Я представляю управляющую компанию, которая занимается сервисом более 700 жилых комплексов, которые располагаются в крупнейших городах Казахстана и в Ташкенте. Скоро запустится Баку. Также у нас есть 11 комьюнити-центров, которые называются «Юрт». У нас проживает более 750 тысяч людей. То есть это 2 Павлодара, откуда я родом. И все остальное. И, собственно, я руковожу community support, это поддержка соседских сообществ, и в квартал мы поддерживаем около 1000 мелких, небольших активностей, как такой маленький пульс добрососедства, co-creation culture, и охваты у нас сейчас квартал тоже около 100 тысяч участников вот этих маленьких встреч, сессий, мастер-классов, семинаров. Это и лектории, и коворкинг, и детские активности, семейно ориентированные. И вот про импакт, если идти вот корпоративным метрикам, конечно, я шучу, у нас в BI-холдинге, начиная от школы, инфраструктуры и заканчивая соседскими юртами, это, конечно же, NPS, Net Promoter Score, вероятность того, что наши жители, наши резиденты нас будут рекомендовать. И то, что мы вообще в целом смогли доказать
Я пыталась это сделать полгода. Вот, и были привлечены big data, всякие специалисты со страшными компьютерами и алгоритмами. То, что мы смогли доказать, что комьюнити влияет на NPS, а для нас, как для экосистемного игрока, NPS — это равно будущие продажи. То есть наша управляющая компания является долгосрочным маркетингом для застройщика, кто строит микрорайоны и те или иные жилые комплексы, а это значит равно продажи, а это значит, что мы имеем возможность держать премию к рынку, да, то есть известно, что квартира Energy здесь в Ташкенте и BI в Казахстане — это всегда плюс, не кратно, но это плюс к стоимости недвижимости. Почему? Потому что наши жители знают, что эти квартиры, они будут не только беспроблемные с точки зрения сервиса, но они еще быстро продадутся и будут ликвидны. Да, и их стоимость будет дорожать быстрее рынка. И обладая ресурсом, а BI однозначно обладает материальным ресурсом, репутационным ресурсом, мы понимаем, что у нас есть средства, мы ответственны за то, за те проекты, за которые не может взяться малый и средний бизнес, за которые не всегда может взяться государство. Да? И мы понимаем, что мы та компания, которая имеет возможность ошибаться и заплатить за этот опыт. Допустим, комьюнити, вот я защищала KPI по юртам. Юрт важно признать в текущий момент. Это убыточный проект с точки зрения P&L, но мы знаем эти убытки, и мы их на себя берем. Почему? Потому что кто еще, как не мы, попилотирует эти 11 соседских центров, не набьет шишек, не разработает стандарт. И мне кажется, это супер, когда есть возможность, вот такая достаточно жесткая, дисциплинированная корпоративная культура, когда она смело вступает на импакт-историю и знает, что она ошибется. И первый год ошибаться буду я. Это большая привилегия, я считаю. Да, спасибо огромное. Очень надеемся, что чем больше мы будем говорить об импакте, да, мы немножко будем демистифицировать вот эту сложную как бы концепцию, потому что когда маленький предприниматель пытается на себя применить эти вещи, то есть как мерить, как считать, как эти доказательные, да, вот факты собирать, это бывает очень сложно. Но на практике не всегда это сложно. Почему это важно делать в креативных индустриях? Мы понимаем, что это становится, все, о чем мы говорим, импакт, замеры, это становится альтернативной доказательной базой, что то, что вы делаете, имеет смысл не только для вас, это разделяется вашими потребителями, вашими последователями, и это становится очень классным материалом, который можно взять с собой на переговоры. Если вы ищете дополнительное финансирование, будь то частные инвесторы, будь то банки, которые инициируют какие-то новые программы поддержки малых предпринимателей, например, да, это могут быть представители госсектора, которые думают тоже о внедрении подобных инициатив. Я вот хотела бы пригласить Эндрю тоже поучаствовать в этой дискуссии. То есть каким образом мы можем опираться на доказательную базу по импакту, опираться на ценности для того, чтобы улучшить вот этот диалог с теми, кто владеет капиталом. Thank you. I mean, what a fascinating discussion. So I'm fascinated particularly by what Sana's saying because the lab that I'm setting up in London at the moment is to take creative industries and storytelling techniques into the built environment. And working with developers is relatively new, and it's for us, but you can start to see it happening all around the world in cities, and it's starting to, certainly in London, to change the nature of the city. So there are new spaces. We have a kind of open entry digital gallery at the end of Oxford Street, our major shopping street in London, which is showing some of the time commercial activations, big XR activations. It's quite a big space. Sometimes it's showing student work. Sometimes it's showing visions of what the city could become. So I think that experience of sitting around with property developers it's not a finished conversation. It's the start of something. And with very different impacts. So that suddenly gives us a different way of talking to local government. So
when we were first starting to argue, John and I and Peter Bazalgette, with government for investment in innovation in the creative industry. So not support for the companies, but to support the development of new products and services and experiences. When we first started to do that, we realized we were talking to the UK Treasury. And we would go back and talk to the creative, the trade bodies or the Producers Association thing, and they would go, why aren't you talking about our social impact? Why aren't you talking about our artistic impact? Why aren't you talking about the value we bring to culture? And we would say, it's not that we've forgotten that. We know that. The Treasury just do not speak that language, so we don't bother. Because everybody who's gone in before and argued for cultural impact and social impact doesn't get any money. So we argue economic impact, but of course all the social impact of creative businesses, of creative practice, they come for free as far as the Treasury is concerned. So first of all, we get the money out of them in the language they do understand. And then I think the key is to try and deploy it in ways that, some ways, you know it would deliver the social impact, like festivals. You know, it will have a creative benefit. It will bring new audiences to creative work. And that's fantastic. You don't even have to think about it. Other ways, you know, when you're trying to support an institution or trying to help your universities to be more creative, you can then form alliances, I think, with investors who are more interested in social. So we now have companies in the UK who will invest for social impact. They'll invest in certain kinds of projects. So you know you've got commercial investors and companies that you can work with around innovation that will deliver impact. You've got public sector who you can talk to the Treasury and you can get tax relief or you can get support. But you can also get a group of people who you can educate and introduce to creators who want the social impact that the creative production or the experience or the film gives, and they want to invest in that, in the social impact, not in. So I think don't build an opposition between economic and impact, because all it will do is diminish you in the ideas of the economists. Just subvert it. Go in and tell them, we're storytellers. Go in and tell them a story in words they understand, and then take their money and do something great with it. That's what we've tried to do. Да, спасибо большое. Мне кажется, что вообще тема социального воздействия, она постепенно тоже настолько нормализуется, что будет странно действительно отделять это от общей повестки в поисках поддержки. Я бы еще хотела, Эндрю, один вопрос вам уточняющий задать. Мы недавно разговаривали с вами, что вполне возможно, что роль креативных продюсеров и менеджеров, которые работают в поле креативных индустрий, очень может помочь как раз усилить позиции и усилить позиции на переговорах в том числе, когда речь идет о привлечении какой-то поддержки. Вы недавно возглавили программу по креативному продюсированию. Для наших реалиях центральноазиатских у нас, к сожалению, нет ни одной программы, где учили бы таких специалистов. Что происходит у вас? Насколько эта программа выглядит экзотичной или, наоборот, это уже то, что стало абсолютной нормой? Может быть, какие-то интересные лайфхаки, которыми мы можем поделиться с аудиторией? Почему всем нам стоит так или иначе стать хотя бы немножко креативным продюсером? Yes, I totally agree with that. We've been trying to, at the university where I work, we've been trying to pool all our ideas of what producers do in different contexts, and actually thinking of producing within the digital economy, as it were. And music producers and theatre producers and film producers and product managers in digital businesses, they share a lot of characteristics. You know, it's always that role where you're trying to balance the demands of the product, getting something done on time, with the financial requirements and the artistic motivation. So it becomes a very, very interesting skill set. And we're seeing, Daniel was talking about storytellers. We're seeing some producers
have very strong impacts on the stories of their cities at the moment. So I don't know if people know Peaky Blinders. Is that international? So Steve Knight, who created Peaky Blinders, a series about his hometown, Birmingham, although actually made in two different cities, never filmed in Birmingham until the film. So Steve is very influential in changing the story of Birmingham and mobilizing it as a creative city. To be quite honest, Steve is such a great storyteller that the story is now better than the reality. But the incentive now to invest in Birmingham is around this idea of a creative city with a long heritage and a storytelling tradition. There's nothing there at the moment. There was, but there isn't anything there. But that story, and we're seeing that with others. So there are producers who've come back from the US, who are from Sunderland, who are mobilizing a studio in Sunderland, using the power of their networks to basically try and revitalize their, what was a declining industrial city. So I think you see individual producers can have a difference. But I think the skill of producers in bringing projects together that is critical in trying to deliver these. When you do invest in cities or clusters, however you think of it, in actually tying all those strands together and working across these different disciplines, because that's what producers do. Great. Thank you so much. И буквально последний вопрос для всех наших панелистов. Итоговый. Хотелось бы просто послушать очень короткое ваше высказывание. Как вы считаете, поможет ли нам этот диалог, эта дискуссия о социальном, культурном и любых других формах импакта все-таки каким-то образом усилить позиции креативных бизнесов или бизнесов в креативных индустриях? Я бы, наверное, если вот в формате совета непрошенного, попробовать пособирать данные. И что это будет? Net Promoter Score. Или если вы коллаборируете с каким-то корпоративным бизнесом, либо другими партнерами, то позамерять понимание бренда, узнавание бренда того или иного, особенно в динамике, это вот то, о чем, Настя, ты говорила, что вот порефлексировать и вооружайтесь данными, собирайте данные, накапливайте данные, работайте с ними, совершайте ошибки. И вот у кого дейта сейчас, неважно какая, всякая разная, чем разнообразить, тем лучше, тогда вам будет проще аргументировать инвестиции, то есть вы перестанете быть просителями, которым надо помогать. Вы становитесь партнерами на равных, потому что когда вы можете продать соучастие, то вы становитесь сильным партнером. Нельзя заходить, особенно корпоратам, в слабой позиции. Очень важна сильная позиция, а сейчас сильная позиция — это данные и культура работы с данными и использования. Поэтому импакт — это крутые данные. Соучастие и эффекты, которые город или район получает сколько от вашей сэкономил деятельности. область министерства на Майкудуке, сколько они бы вкладывали не только денег, но и лет они бы развивали эту инфраструктуру. Это все можно посчитать в цифрах. Вот есть методологи. Как мы видим, быстро можно даже за 5 часов что-то посчитать. Мне кажется, этот диалог, весь этот разговор, не только наш сегодняшний, а вообще про импакт, он имеет же двух главных бенефициаров, двое главных, субъектов, с которыми мы пытаемся разговаривать. И первый — это инвесторы, большие компании, государства, ресурсные организации, институты. И что мы пытаемся им сказать? Они все находятся в поиске рычагов. Что такое рычаг? Это вообще такой cheat-code, да? Когда вы маленькие ресурсы вкладываете и получаете большой результат. И это такой magic, потому что очень часто корпорации, они не мыслят рычагами, они делают
такие вещи, которые приносят там 10% ROI, и они считают, что это хороший результат. А когда вы пользуетесь рычагом, то ваш ROI может быть 1000%, он может быть 2000%. Да? Как, например, Назгуль рассказывала про фестиваль музыкальный Эркинли, который мы делали, его бюджет был 200 сом, это там, $3. Каждый фестиваль, раз в месяц мы его делали, его бюджет был $3. И я думаю, что в большой степени этот фестиваль реально поменял культуру в городе, потому что уличной музыки стало много. И ROI этого, его невозможно измерить, это миллионы процентов. Социальный рой есть. Ну и экономические тоже, потому что музыканты зарабатывают деньги. И те, кто продают мороженое, зарабатывают деньги. И вот даже экономически можно посчитать теоретически. И в креативных индустриях и вообще в креативной экономике рождаются вот эти рычаги. И нам очень важно людям с ресурсами донести этот чит-код, потому что они обычно скептичны. Они думают, что все важные вещи, они делаются только за счет ресурсов. Ты хочешь, чтобы получилось что-то, ты должен вложить много ресурсов. Если тебе нужно еще больше, чтобы получилось, тебе нужно вложить еще больше ресурсов. А иногда нужно найти креативное решение. И если мы их убедим, то есть другая проблема еще, что сами люди с этими креативными решениями, они себя недооценивают. Потому что самая большая проблема у креативных специалистов, с которыми я разговариваю, это обесценивание всего, что они умеют и знают и делают. Они не понимают ценность того, насколько важно, что они делают. Они верят этому нарративу, что креаторы... Вот я всегда рассказываю, Настя, про твое исследование, которое ты делал во время ковида, и когда спрашивал, что такое креативный предприниматель, и люди отвечали «безнадежный». Бездельник. Человек с художественным образованием, выпускники вузов творческих, да, и всегда говорили, раз креативный, творческий, значит безнадежный. И, к сожалению, эти творческие люди сами начинают верить иногда, что они безнадежные и бесполезные. И поэтому очень важно говорить про креативную экономику в целом, а не про креативные индустрии только. Потому что в каждой компании мира сейчас, даже в самой традиционной компании, которая занимается цементом, есть и нефтью, есть креативные специалисты, есть маркетологи, дизайнеры, есть люди, которые тиктоки снимают уже, да? И это, казалось бы, вообще какой-то бред, но это уже происходит везде, и это необходимо, и без этого уже не продается или не зарабатывается. Так что креативность очень нужна, креаторам нужно осознать свою ценность. И им нужно научиться говорить на языке цифр не потому, что так все взрослые люди делают, а потому что без этого их труд всегда будет обесцениваться. Потому что дяденьки с ресурсами в костюмах, их надо убедить. Но у них есть потребность, а вы им очень нужны. Но если мы научимся говорить с ними на их языке, могут происходить чудеса. Почему получился парк креативных индустрий в Кыргызстане? Потому что мы поняли, как мыслит государство. Мы поняли, госчиновники. Мы начали с ними разговаривать, и они нам начали объяснять: ребята, вот у нас есть план, тут вы приходите и начинаете предлагать свои идеи, а мы свой план не успеваем выполнить. Вот если вы нам придете и скажете, мы вот это сделаем, это поставит галочку вот в этом плане, то для нас это плюс. А если вы нам приходите, докидываете задач, мы никогда их не возьмем. Неважно, насколько у вас хорошие идеи. Нас загрузили планами, нас будут ругать, давать выговоры, если мы их не выполним. И мы научились встраивать в их планы то, что мы делаем. Мы находим в стратегии фразы, вот нам нужно 2 раза увеличить ВВП Кыргызстана. И мы говорим, вот смотрите, вот растет, 2 раза быстрее растет, чем все остальное. Ладно, окей, это интересно. Нам нужно обеспечить работу для молодежи. Вот, кстати, креативная индустрия. Да? И мы подсовываем туда, где это нужно. И точно так же мыслят все крупные ресурсные организации. У них есть свои планы, цели. Если мы научимся измерять импакт, это просто позволит нам встраиваться в их планы. А как только мы встроимся, все очень легко пойдет, потому что ресурсов море, денег море. Просто нам не хватает вот этого соединения. И это просто очень страшно звучит, импакт, данные и так далее. Но на самом деле речь идет про вот этот канальчик, который позволит соединить 2 гигантских резервуара. Да? Один, где очень много, другой, где не хватает. И когда все это соединится, всем будет счастье.